Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Испирационе. Таро-расклад, Таро-прогноз, Таро-гадание. Вы глазами партнера. Чего ждать? Чего ждать до конца года? Его мысли, чувства, действия или к чему идут ваши отношения? На долгий период мы не загадываем, но вот давайте до конца года мы рассмотрим отношения. Мы пока не знаем, какую концепцию нам раскроют карты. И для того, чтобы вы точно более определились, подходит вам этот расклад или нет, мы сделаем сигнификацию. И если задача стоит вы глазами партнера, мы в самом начале узнаем, что думаете вы по поводу ваших отношений и что думает партнер. Давайте вместе поразмышляем. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, тем более общий, не расскажет о деталях вашей жизни. Но если в целом просто предположить, что жизнь не бывает полностью предсказуема, допустить какой-то как раз альтернативный вариант развития событий, то, с одной стороны, мы сами более готовы к этим самым неожиданностям, но и больше самодоверия. Поэтому призовем интуицию, несколько расслабимся, чтобы наше сознание, великий шаблон, не давлело над нами. Итак, какие могут быть психологические ситуации, скажем так, в отношениях между двумя людьми? Итак, что вы? Что с вами сейчас? Ну, у вас достаточно успешный период жизни. И надо сказать, что, по крайней мере, кто меня смотрит, вы добились какого-то успеха по части дела, работы, бизнес и, возможно, деньги. Может быть, есть конкретный денежный вопрос на данный период времени. Вы основное желание улучшить свое благополучие или, как минимум, себе не навредить. Может быть, есть и то, как, знаете, ваша готовность к некоторому компромиссу в том случае, если эти отношения как-то проиграются, назовем это так, или будут развиваться в том контексте, который вас устроит в каких-то, более глобальных деталях, нежели в мелочах. Как будто, готовность несколько подвинуться или рассмотреть какие-то вопросы компромиссов. Вы готовы по мелким, не самым кульминационным пунктам ваших взаимоотношений. Так вот, этот компромисс будет для кого-то из вас выражаться, как вы готовы к диалогу или чем-то поступиться, может быть, и даже малым. Но есть то, как принципы, которые вы точно не будете изменять. Есть как сфера ваших интересов. Есть и человек, безусловно, выпадает туз кубков, мои дорогие. У кого-то это напрямую любовь или приятные эмоции. Но именно по этой колоде карт вам хочется искренности. У нас две лилии. И кувшинки пусть изображены, но тем не менее прообраз лилии и лилия – это всегда искренние отношения. Поэтому кто-то из вас допускает как раз некоторые неточности или не на 100% какую-то правду, может быть и так. И поэтому очень внимателен к своему партнеру, но не в плане внимания к нему лично, как к его личности, а именно к себе, как это проигрывается в отношениях или по отношению к вам. Восьмерка Пентаклей продолжает тему, что вы сейчас себе совершенно точно поставили план «моя работа» или «мои заработки», «мое творчество», «мое хобби» или ваше именно самовыражение. Может быть, у вас сейчас и работы много, может быть, у вас сейчас в данный момент даже не совсем где-то о любви вы думаете, мои дорогие, потому что благополучие и финансы – это, пожалуй, основополагающие вопросы. Может быть, вот это любовная ваша история, или меня смотрят вообще не про любовь люди, а загадали конкретного партнера, с которым именно по бизнесу есть сотрудничество, поскольку выпадают вот такие больше деловые карты.
И тогда вы думаете, что я сумею договориться с кем-то. То есть просто сфера интересов, мои дорогие, заинтересованность. Я не могу сказать, что какая-то без оглядки любовь. Нет, у вас присутствует. Дважды, трижды, пожалуй, вам выпадает верховная жрица. Это та, которая умеет хранить тайну, умеет хранить молчание. Может быть, данный период времени это совершенно необходимо. Может быть, для кого-то из вас был период сложный, когда вас обманули, или когда человек себя не очень красиво повел, или какая-то прежняя пусть история взаимоотношений у вас была со знаком минус. И теперь четкая настроенность ваша. Я себе не хочу навредить. А может быть и есть ваши какие-то тайны, которые вы тоже не собираетесь ими делиться или очень распространяться. Давайте мы посмотрим. Хорошо, вы глазами партнера. Про вас, в общем-то, все более-менее понятно. Это успешный человек, который в приоритет ставит свои интересы. Да, вы готовы откликаться на какую-то дружбу, но сказать, что без оглядки, нет. Вы глазами партнера, первая карта пятерка пентаклей. И это всегда недостаток. Вы глазами партнера, вас человек может оценивать так, что вы нуждаетесь в деньгах, кстати. Или мы ведь про вас спрашиваем. Я не могу сказать, что эта пятерка пентаклей будет проигрываться, что у человека денег нет. И он заинтересован именно в ваших финансах. Но, может быть, какой-то предыдущий опыт с конкретным человеком был не самый красивый. И где-то он совмещал в себе вопросы денег, может быть, жадности в плане, я такое могу допустить, и недопонимания. То есть явно это не совсем новый знакомый, а это какие-то контакты, которые вам оставили не самые приятные впечатления. И сейчас у вас могут сложиться, опять же, взаимоотношения такие, что, какие-то обещания уже были вам даны, может быть, по части финансовой помощи. У кого-то я могу предположить возврата денег, или вы видите как новую какой-то интерес по финансам в партнере, а партнер где-то видит по финансам интерес в вас, мои дорогие. У кого-то проиграется таким образом, что человек осознал, вот я сейчас достану дополнительную карту, в чем он был неправ, может быть, была ссора, и готов, тогда паш Пентакли будет означать, он готов попробовать заново. И выпадает колесо фортуны, пожалуй, да, вот именно это значение. Он понимает, что он уже где-то наследил, он поступил некрасиво. Вот все же пятерка пентаклей – это недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Может быть, недостаток финансов именно как помощи, когда вы нуждались. Или какие-то обещания, которые не были выполнены. Был просто обман банально. И вот теперь человек надеется словно на возрождение, когда сам себе говорит, нет, я что-то сделаю, но по-другому. Теперь я так не буду поступать, а как-то совершенно иначе, чтобы не потерять возможность общения, каких-то контактов или последующих соглашений. Но и есть надежда у человека буквально на фортуну, что ему помогают высшие силы, и он сможет осуществить какой-то свой план. Но где-то и человека именно вы привлекаете тем, что вы интересны сами по себе, потому что с вами никогда не бывает скучно. Вы можете быть или служить человеку как раз вдохновением. Может быть, у вас выпадает аркан Верховная Жрица. И иногда это проигрываются очень сильные люди, независимые люди, от которых непонятно, что ожидать. И человек тогда думает, а ведь я ее или его не знаю полностью. И где-то, с одной стороны, это неизвестность, но именно она будет завораживать человека и подогревать этот самый интерес. Как будто еще не всю историю я прошел или прошла, и мне хочется заново попробовать. Может быть, мне и фортуна буквально, удача поможет, улыбнется, и что-то получится из этих отношений. Его отношение к вам. По карте Иерофант серьезное намерение, я могу сказать так. Бракосочетание, подписание договоров, подписание соглашений, составление документов, пересмотр, может быть, брачных контрактов, потому что, почему говорю пересмотр?
поскольку история какая-то была, это нам уже точно говорят. И вот у вас к надежности, благополучию, и, в принципе, человек хочет того же. Я могу предположить, что, скорее всего, он будет думать о том, что именно высшие силы на его стороне, и как удача на его стороне, и у него получится что-то осуществить. Хорошо, давайте мы сделаем следующим образом. Вы как будто он и вы, или вы и он, наоборот, вы немножко на разных полюсах. У вас больше конкретики земной жизни и вашей какой-то тайны. У человека, я не могу сказать, что это тайна. Он где-то плывет по течению, больше надеется все-таки на судьбу и на высшие силы. Но и две карты, он может себя чувствовать как ребенок рядом с вами. И неважно сколько лет, может быть почтенный возраст, или прежние поступки, или человек не сумел выстроить правильные отношения. И поэтому мы давайте с вами спросим мысли, чувства, действия по отношению к вам. Каковы же его тогда мысли, что он думает о вас? А человек уже, видимо, испытал тот период, когда понял, вы можете в любой момент повернуться и уйти. Он боится вас потерять. Ну, какой-то урок жизни вы ему преподали. И он останется в одиночестве. Может быть, именно ваши отношения он расценивает как последний шанс. Человеку очень хочется с вами поговорить, и все равно вот есть что-то такое, какая-то конфликтность, может быть, в человеке, или желание настоять на своем, или какой-то контекст прояснить. Но я не могу сказать, что он так вот откровенно действовать готов. Нет, это то, что в нем самом точно. Он боится как раз какой-то своей чрезмерной активностью разрушить еще раз отношения. Или своей жесткостью, своей непримиримостью. Поэтому пятерка мечей, вот эта непримиримость, она внутри его бушует. Но он, видимо, очень так это умеет совладать со своими эмоциями, потому что на кону, ну, тут буквально десятка пентаклей, семья стоит. И риск очень велик, а вверху у нас аркан Иерофант. Здесь можно в один момент все разрушить, и вы повернетесь и уйдете, и все будет закончено. Очень конкретно нам эти 4 карты сказали, что же человек мысли, что он думает. Хорошо, давайте узнаем, а что же он тогда чувствует по отношению к вам. Про любовь нам тоже ничего не сказали. Ну, может быть, отношения так строятся. Именно про чувства давайте, его чувства. А нет, вот именно в аркан. Влюбленная нам конкретно отвечает карта. И да, тут сама любовь. И именно в этой колоде проигрывается старший аркан, как двое, которые любят друг друга. Я могу предположить чувства такие, что он думает, вы любите его так же, как он. Продолжение какое-то следует. Да, это карта выбора. Может быть, вот посмотрите, опять у нас выпадает тут пятерка мечей выпадала, здесь у нас четверка мечей. Его чувства. Человек мог вам говорить, признаваться в любви, а мог и где-то, ну, полунамеками говорить, потому что по четверке это не активность, это когда какая-то пауза. Может быть, вы меня смотрите сейчас, и у вас некоторая пауза в отношениях. Может быть, контакты восстановлены, но сказать, что жар какой-то, страсть, которая была, или ваши отношения начинались, я этого не могу. Здесь, скорее всего, человек продумывает свои действия, его чувства к вам. Семерка мечей. Неоднозначный человек, это правда, по семерке мечей, он тоже готов где-то словно обособиться в любой момент или уйти в тень. По крайней мере, человек это допускает. Может быть, до конца не решил, либо он не хочет рисковать, но есть, видимо, какая-то составляющая его жизни, о которой вы не знаете, и он никому не хочет рассказать. Он не хочет, чтобы какая-то его тайна стала явью.
Может быть, поэтому в некоторых вопросах он как бы сдает назад, ну вот притормаживает. Именно потому, что может быть какая-то своя игра. Я не побоюсь уже этого сказать. Лучшего чего-то ищет человек и надеется на ваши чувства. Именно то, что вы как-то проявитесь. Или будете очень добры, снисходительны к этому человеку. Любовь есть. И я сказала, что ваша любовь тоже она как-то проявляется. Но все равно четверка мечей, пауза, семерка мечей. Очень часто есть вот те самые недоговоренности, которые рано или поздно вылазят наружу. Ну, вот, пусть не самая красивая фраза, но тем не менее это так. Хорошо, как вы видите эту концепцию, именно ваши мысли на продолжение партнерских отношений. Мне интересно, вот, к чему готовы вы? Королева Пентакли, у вас очень сильная позиция. И вы знаете, и неважно, даже если меня мужчины смотрят, это та, которая умеет все сделать по порядку, та, которая умеет сделать все правильно, как раз увеличить вот это благополучие. Не случайно у нас карта праздника после победы вверху выпадает. Это та, которая умеет с нуля создать свое благополучие, комфорт, воплотить в реальность свою мечту. Это та, которая умеет выхаживать больного ребенка или ухаживать, в принципе, за больным человеком. Это те люди, на которых мы можем положиться. Но вы всячески положительная личность, мои дорогие. Вы действительно в наше сложное время такой надежный человек. И я тогда не удивляюсь, почему ваш партнер или загаданный человек боится вас потерять. И вы знаете, вы ведь где-то, пусть вот искренности вы ждете, да, но все же королева Пентакли выпадает, вы готовы ухаживать, заботиться за кем-то. Если какая-то прошлая ошибка будет пройдена или какой-то этап, вот в чем была заминка, или в чем была неправда, недоговоренность, в чем была неискренность. Вот если эти вопросы, они прояснятся, вы для себя как поставили, ну, некоторое табу. И если какой-то вопрос не решится, или человек будет пытаться повторить какой-то прежний опыт, вы тоже готовы, действительно, 13-й аркан смерти. Эта карта может означать как перевод на новый уровень взаимоотношений. Вы это допускаете, и, возможно, где-то вы уже в эту сторону или в этом направлении смотрите. Но если это будет повтор какой-то нелицеприятной ситуации, вы быстро поставите точку. Ну, да, наверное, сила как раз королевы Пентаклей в том, что она этот хаос может быстро устранить. Двойка жезлов – это всегда какое-то прошлое. Так вот, если вот над этим прошлым будет поставлен как бы финально сделан аккорд, тогда будет продолжение. И если будет повторение каких-то пройденных ошибок, вот тогда будет завершение. Вот к чему вы готовы? Вы тоже готовы поставить точку? И вы как раз рассматриваете, что вас человек может использовать, правда? С одной стороны, вы к этому соревнованию готовы. Я так могу сказать, кто меня сейчас смотрит. Если вы имеете виды на конкретного человека, то это именно виды. У вас тоже ни одной карты любви не выпало, еще меньше, чем у человека. Я ведь все-таки смотрю именно ваши мысли. Или сейчас посмотрим, ну чувства вы знаете, но даже по мыслям здесь нет того, что мы бы назвали, ну, через какую-то любовь или через то, что не поддается какому-то вот такому холодному анализу или холодному завершению. Давайте мы узнаем, как далеко вы готовы пройти какой-то путь с этим человеком. Как далеко вы готовы путь. А потом посмотрим, насколько далеко готов продвинуться ваш партнер. Вот так вот в реальности, как карты видят, как далеко вы готовы пройти. Не готовы вы далеко пройти. По пятерке кубков. Первое какое-то нет или первое какое-то разочарование. И вы можете что-то
просто устав от этих разочарований, вы не захотите продолжения. Вы победитель, дела, работа, бизнес, деньги. Правда, вы в любом случае какой-то свой проект. Вы человек самодостаточный. И вы думаете сейчас либо с тобой, либо без тебя. Я все равно буду счастлива или счастлив. Поэтому победитель, ну что тут скажешь. Для него что пятерка кубков? Это временная апатия от усталости. И правда, у кого-то именно усталость, что ага, если будет повторение, да как же я устал или устала от этой самой пластинки, которая проигрывается множество раз и ничего нового. Пора завершать. Значит, тогда какую-то точку вы поставите, знаете, так вот, хладнокровно, и с большими какими-то возможностями пойдете вперед. Вот вы с чем-то вам, или повторение какой-то истории, вам, может быть, возврат человека, вы допускаете, но опять же до какого-то момента. Как только эта история перестает вас устраивать, вы подведете все к финалу. Насколько далеко вы готовы пройти. Потому что вы маг. Вы очень холодно, отстраненно видите эти отношения, эту ситуацию. Видимо, уже переболела по аркану Верховная Жрица. Вы теперь умеете хранить молчание. Вы умеете теперь хранить себя. И для мага нет ничего невозможного. Но, может быть, в каком-то контексте вы допускаете взаимодействие. Но в то же время маг и семерка кубков. Выбор какой-то. Вы тоже можете предположить, что до какого-то пункта отношения могут продолжаться, пока опять же есть заинтересованность. Здесь больше на заинтересованности складываются отношения. Но когда или вдруг будет опять какой-то выбор, или какая-то нестабильная ситуация, и я готова уйти или готов уйти, потому что и человек, вы видите его насквозь, и, видимо, вот эти все мечи, или все вот эти сомнения. Может быть, это тараканы такие своеобразные у человека в голове, или когда он словно не может с чем-то определиться. Ну так тогда определитесь вы. Давайте мы узнаем его действия. И вот у нас выпадают две карты. Но его действия, с одной стороны, самые прекрасные помыслы, да? Была вот эта вот тройка мечей, и это всегда израненное сердце, какой-то опыт печальный в прошлом. А теперь мы смотрим в будущее, и по карте звезда на долгий период времени. Правда, я не могу, с одной стороны, сказать, что у человека что-то тут затаил в своей душе такое, знаете, как какой-то подвох, или хочет что-то сделать плохое, или как отыграться. Нет. Есть планы самые чистые, самые светлые, но, может быть, в его душе очень много путаницы, с которой он сам должен разобраться, или она сама должна разобраться. Поэтому думать на высокое – это прекрасно, но как воплотить это в жизнь или взять на себя какую-то ответственность? Вот здесь некоторый стопор. Поэтому давайте все же действия. Конкретные действия, как человек готов далеко продвинуться в отношении с вами. Но пока не готов. 4 кубка. Пока, с одной стороны, понимает, что его счастье в его собственных руках, но еще какие-то варианты продумывает. Шестерки пентаклей у кого-то проиграется, готов помогать вам материально или готов вкладываться в ваши отношения, готов вкладываться финансово, готов вам даже с чем-то помогать. Может, кстати, понимать, что вы отказались в достаточно сложной ситуации. Может быть, по этой карте в достаточно сложной ситуации оказался и он, мои дорогие. Или он понимает, что сейчас обстоятельства, в которых вы находитесь, или находится человек, они тоже, как внешние события, воздействуют каким-то образом на вашу судьбу и судьбу вот вашего партнера тоже. Когда, может быть, вам нужно держаться один другого. Вот человек может думать именно так. Но вы значительно сильнее. Посмотрите, какие у вас карты. Маг, Верховная Жрица, Королева Пентаклей. Вы победитель. Да, тоже отчасти карта победителя по части финансов. Может быть, человек достаточно состоятельный, кстати.
и он предпочитает молчать. Или вам о своей состоятельности всего не рассказывает, но в принципе где-то готов, ну, считайте, как делиться или вкладываться в вас. Давайте посмотрим, на что же он еще готов. Вы очень привлекательны для этого человека. Особенно, если меня смотрят девочки. Потому что это карта силы, старший аркан. И чаще всего это проигрывается именно женская сила, женская харизма, женский характер. Умение быть дипломатом, даже в тех случаях, когда изнутри так тяжело. И просто вот эти чувства, переживания, может быть и обиды, они рвутся наружу. Но по аркану сила вы можете это осадить, обуздать. И если необходимо, вы можете уйти, оставив человека ни с чем, буквально, без объяснений. А он будет понимать, что да, ошибка была совершена им, но я уже ничего не могу исправить. Поэтому вот какой-то прежний опыт, кстати, карта башня может говорить, что он не хочет повторить. Человек, знаете, может быть, и хотел бы каких-то более легких, без обязательств отношений, но, скорее всего, за какой-то период времени пришел к выводу, что нет, с вами какой-то игры в одни ворота точно не получится. Иначе в последующем он может очень сильно пожалеть. Давайте посмотрим, к чему же все идет или что ждать, как будут развиваться события до конца года 2024. И я хотела бы достать несколько карт, как будут развиваться ваши отношения. И мы посмотрим на колоде Ленорман. Как раз события нам показывают, что будет между вами или ваши совместные действия, к чему ваша история идет, как это видят колода Ленорман. Ну, наверное, вы друг к другу по судьбе. Сложатся отношения или нет, мы пока так и не поняли. Но вы-то точно не пропадете, у вас какие-то, знаете, возможности откроются. Даже если вы не будете с этим человеком вместе. Или бизнес ваш вместе не состоится. Или отношения куда-то далеко не будут продолжаться. Вы друг другу нужны для того, чтобы, как мы говорим, гештальты какие-то закрыть, как по судьбе. Может быть, как раз вас этот человек и учит ценить себя по-новому, с какой-то совершенно новой концепцией отношения к самой себе. Ну, или к самому себе перекладываете на себя, мои дорогие мужчины. Тут действительно что-то по судьбе. Но если мы говорим конкретно, что вас вместе ждет, какая-то дорога, перемещение, еще об этом может говорить карта. Не так все будет просто. Будут какие-то еще преграды, препоны. Аркан тучи выпадает у вас. Будут те периоды, когда сложно понять друг друга. Или, может быть, он на своей волне, вы на своей волне. Не нужно еще провзаимодействовать. Точно будут еще какие-то и препятствия, мои дорогие. Вот не без этого. Может быть, эти препятствия, гора, как раз и говорят о том, что сложно вам как-то либо договориться, либо есть какой-то пункт или разговор, который ни вы, ни он все никак не можете начать. Для кого-то из вас это гроб. И карта говорит о том, что либо вы вот эти препятствия сумеете обойти и оставите в прошлом, либо если вы не придадите отношениям достаточную откровенность, то здесь и сами отношения могут сойти на ноль, правда? Давайте посмотрим, что же еще вас будет вместе связывать. Опять же, поездка или какие-то дела, которые вам нужно будет вместе как будто решить. Вы можете куда-то отправиться вместе, раз, там решать ряд вопросов, которые, может быть, касаются вас или партнера, или ваших отношений. И вам придется как и добывать конкретно какую-то информацию, может быть, рассматривать разные варианты. Что-то из этих вариантов вы можете тоже, кстати, с учетом карты гроб, вы отказаться, потому что что-то будет не жизнеспособно. И, скорее всего, если мы говорим про вашу пару, еще какая-то поездка, переезд. И это еще одновременно решение вопросов по части бумаг, документов
или как известие какое-то приходит, которое вас заставляет переместиться. Или рассмотреть новый вариант. И вот так как раз у нас выпадает аркан, ну, по сути, это как лилит, откровенность, искренность в ваших отношениях. Если она будет присутствовать, то вы тогда и сумеете что-то прояснить. И тогда вполне вероятно обновление ваших отношений. Я не могу сказать, что этот путь очень простой. Есть и перемещение, есть и согласование, есть и важные какие-то бумаги, пусть письмо, но часто в этой колоде это просто документ будет проигрываться. Так вот, как будут развиваться ваши отношения? Давайте рассмотрим. К чему же все идет или чего ждать до конца года? Если Ленорман нам раскрыла событийный ряд, то чувства, действия, именно в действиях, наверное, больше. Некоторый выбор будет стоять. И, может быть, и для вас, как и для партнера тоже. Что-то вы с чем-то будете определяться. По шестерке кубков, это, правда, те отношения, я вот теперь могу точно сказать, которые уже длятся, ну, долгий период времени, может быть, даже годами. Может быть, мои дорогие, меня смотрят даже те, это ваш муж или ваша жена. И поверьте, какие-то контакты между вами будут. Будет, может быть, продолжено в виде дружбы, но как-то вы переведете отношения на новый уровень, это совершенно точно. Выбор будет, а вот уровень каков будет, будете решать вы сами. Аркан башня. Какая-то прежняя, как тюрьма, рушится. Именно тюрьма изображена в этой колоде карт. И некоторое состояние невесомости на ваши отношения, мои дорогие, будут еще влиять именно обстоятельства, в которых вы находитесь, или те события, буквально, может быть, в мире, которые у нас будут за период ноябрь-декабрь. И вам как будто нужно будет быстро принимать решение, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Может быть, это ваше будет решение, когда вы на что-то решитесь. Но я также могу сказать, что и, может быть, это человек, у которого, точнее, сейчас 1000 сомнений, и, может быть, какая-то своя игра. Ну, условно говоря, игра. Он тоже на что-то решится. Следующая выпадает карта, вообще это карта праздника, но иногда эта карта, увы, говорит о тех отношениях, когда третий лишний. Или когда идут какие-то помехи со стороны третьих лиц. И не обязательно мы говорим, что это как еще одна любовь или еще одна любовная пассия. Здесь может быть кто угодно. Это может быть какое-то третье лицо, как если мы про бизнес говорим, или партнер по работе, какой-то претендент еще один. Или попросту это могут быть родственники, ближайшие или подальше. И их советы, кстати, если мы говорим о личной жизни. Но у каждого по-своему. Вы знаете, есть риск того, что какая-то история заново может повториться. Все же двойка жезлов. И еще раз карта выбора. Выпадает король мечей. С одной стороны, это карта людей и возможности оформить, опять же, какие-то важные документы, важные бумаги. Или буквально определиться с вашими отношениями. Потому что, ну, наверное, это индивидуально. Потому что по королю мечей это все же люди идут надежные. Тем, кому мы можем доверять. Может, у кого-то и конкретно человек проигрывается по асценденту или по солнечному знаку. Близнецы, весы, водолей. Кстати, у нас тут королева Пентаклей выпадала. И это может быть у кого-то из вас как или, опять же, асцендент, или как солнечный знак стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Может быть и взаимодействие, в принципе, вы в таких энергиях. Но вы-то как раз больше королева Пентаклей, а человек может быть король мечей, более холодные энергии. Но эти холодные – это расчетливые энергии. А у вас сильные энергии, более и еще холодные. Одновременно победа ваша, она осуществима, та, которая будет. Но две холодные карты – мага и верховная жрица. Тут если вы обдадите холодом, то мало
королем мечей тоже не покажется. Неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Опять какая-то игра, вот как будто у человека за спиной. Я не могу сказать, что к чему-то это идет. Мои дорогие, шестерка мечей – это тоже карта трансформации отчасти. Либо у человека хватит мужества идти вперед дальше, продолжить какую-то историю, либо нет. Он стоит на кону какого-то важного выбора в своей жизни. И опять же, вот посмотрите, что интересно, выпадает вам, начинается наш расклад с четверки жезлов и заканчивается четверкой жезлов. Есть все предпосылки к тому, чтобы отношения как раз благополучием двусторонним и закончились, и праздником после победы закончились. Но однозначно сказать, что человек может сделать какой-то выбор, я не могу, потому что очень много двойственных таких вот непонятных карт. Двойка жезлов, двойка пентаклей. Всегда двойка пентаклей как манипулятор, жонглер, жонглирует пентаклями, или он какую-то игру готов продолжать. Но это не карта надежности. С учетом двойки жезлов это топтание больше на месте. Буквально путешествие от одного жезла к другому. Тройка кубков тоже нам после башни не говорит как раз о каком-то радужном празднике. Да и в середине сам по себе выпал между этими картами король мечей. Единственное, по шестерке мечей иногда есть такое значение перевернуть собственную страницу жизни. Сказать, что хватит у него намерений и сил, я не могу. Давайте вот мы именно это проясним. И если те, кто меня смотрит именно по части личной жизни, давайте мы спросим, будет ли человек с вами? Вот такой вопрос. До конца года. Человек будет на своей волне. Не будем выдавать это за какую-то... И опять выпадает иерофант. Даже в том случае, я вам честно скажу, такой человек переменчивый. Опять же, карта иерофант в этой колоде выпадает. И это то, что по закону. Это то, что... Дважды иерофант. Видите как? Это то, что связано с оформлением отношений. И человек это допускает. Но словно будет проигрывать какую-то возможную альтернативную ситуацию до конца. Пока не убедится, что единственный способ это именно построить отношения на более доверительной основе. Или оформить отношения. Или оформить важные бумаги. Может быть, у кого-то это касается даже личной истории. Вы меня смотрите. Две карты иерофант, у кого-то вопросы наследства могут проигрываться. Или то, что через бумаги, опять же, вы должны согласовать на какой-то долгий период времени. Я этого тоже не отрицаю. Вы знаете, я хочу достать еще одну карту, потому что как минимум до конца года какая-то ситуация, я так вижу, не прояснится. И, видимо, ваши отношения или какая-то вот эта история, которая затянулась слишком долго, может быть, для кого-то даже так, она еще перейдет на 2025 год. Давайте спросим. Оракул ангелов. Какой совет дадут вам, тем, кто смотрит? Ваши действия. Попроси помощи у кого-то другого. То есть, ну, будем говорить, надеяться на этого человека, о котором вы загадали, особо не стоит. Если ты веришь на самом деле, вот такой идет ответ. Но по поводу того, как вы верите, нам тоже сказали, что вы теперь, если карта мага, ну, не совсем о доверии. Вот сейчас какое-то удивительное время, идеальное время. Поэтому карты и не говорят, что
как отношения прекращаются. Нет. Значит, какие-то важные договоренности или очень важные откровенные разговоры, мы уже с вами тоже говорили, в этот период до конца года вы можете прояснить. Хорошо, а что будет тогда с переходом на 2025 год? А вот на 2025 год что-то маловероятно. Может быть, вам нужно сейчас именно прояснить что-то, мои дорогие, потому что буквально нам карта предлагает, как и вам, изъясняться более откровенно или более ясно, конкретно ясно, или прояснить некоторые моменты, которые вас не устраивают. Может быть, это поможет не затянуть какую-то ситуацию, а наоборот, проговорить что-то, чтобы не было пустых надежд, мои дорогие. И что тогда? Ну, наверное, вы действительно друг другу по судьбе, то, что мы говорим, потому что какое-то мирное соглашение у вас будет получено. Поэтому отношения, я могу сказать так, будут и на 2025 год как будто продолжаться. Но сказать, если кто-то смотрит на любовную именно историю, я с точкой, по крайней мере, сейчас не могу. Потому что как дружба, да. Как мир, покой, согласие, да. Или отношения совершенно в новой какой-то концепции, тоже да. Но сказать, что это будет что-то построено на чувствах, или сказать однозначно, что вы оформите ваши отношения. Слишком много сейчас еще качелей внутри самого человека, слишком много неопределенности, когда человек делает шаг вперед и тут же где-то 2 шага назад. Или даже пусть 2 шага вперед, но за ними следует 1 шаг назад. Поэтому есть какая-то составляющая, которая в ваших отношениях все время отбрасывает их немного назад. И пока карты нам не говорят о том, что это однозначно какая-то как прямая дорога, а это сложный путь взаимодействия одного человека с другим. Но то, что это будет продолжено с каким-то мирным соглашением на 25 год, я могу сказать наверняка. Но дальше, видимо, увидим. Не последний наш расклад, мои дорогие. Поэтому перекладывайте на себя. Надеюсь, чем-то наш прогноз вам был полезен. И буду очень благодарна вашим комментариям. Спасибо вам за то, что вы описываете свои ситуации. Ведь когда я раскладываю карты, я даже не предполагаю, какая ситуация у каждого, кто слушает мои расклады и как это отзывается в вашей душе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.